Ну, достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Но, вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. На самом деле, такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса. Кстати, напомню, что к 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски. Она называлась безумием, ледяным ящиком и садом белых медведей Эндрю Джонсона, тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось. Но сегодня это приобретение, я имею в виду приобретение Аляски, наверняка оценивается в самих Соединенных Штатах совсем иначе. Так же, как и деятельность президента Эндрю Джонсона. Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нету. Тем более, что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата ее нацистами. А после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить эти острова. Совсем недавно, по меркам мировой истории. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.